Так, друзья, всех еще раз приветствую. Будем переходить к нашему вебинару. Всех рад видеть. Сегодня новостной эфир, отчет о проделанной работе, новости и планы. Вот. Начнем со стрейт. По лицензии, которую мы уже так долго ждем, по Казахстану. Запланирована сессия с регулятором на февраль. Уже все замечания, рекомендации, которые давались во время всего процесса, на данный момент выполнены. Осталось только живая презентация продукта. Команда готовится. Запланировали уже слот на эту презентацию, и это уже финальный шаг. Также разработана модель, при помощи которой при необходимости получения лицензии уже в других регионах, то есть в других странах, не только в Казахстане, будет занимать значительно меньше времени. По функционалу биржи. В связи с недавними событиями на рынке, я думаю, там, кто интересуется целым рынком, связанным с криптовалютами и блокчейном, то есть множество моментов по безопасности. В связи с этим приоритет разработки был на то, чтобы после обновления ядра платформы вместе с ним обновить и все существующие компоненты в целях безопасности. Торговые роботы, копирование сделок и фьючерсы в процессе. Уже планируем масштабный запуск после Нового года. Объявим чуть позже конкретные даты с привлечением внешней аудитории. Также в процессе, несмотря на то, что сейчас вот есть такой временный кризис, всем известный в компании, в процессе увеличения команды по этому направлению, чтобы быстрее запустить основные функции, ну и было больше возможностей для масштабирования и улучшения продукта. Также в App Store, как вы знаете, или вы могли знать, появились множество новых правил об ужесточении условий публикации приложений, связанных с криптовалютами. Вот. И множество на данный момент приложений либо убрали, либо дали им время обновить полностью информацию. Вот. То есть сейчас крайне трудно опубликовать приложение, но у нас спустя пару месяцев плотно с ними коммуникации получилось добиться разрешения публикации в Евросоюзе, но есть две опции. Первая опция – это выход на рынок Евросоюза, и дальше нужно будет тратить опять пару месяцев на всю эту коммуникацию, чтобы пройти проверки и там все необходимые разрешения на публикацию на весь мир. Вот. Либо попробовать дойти до того этапа, сейчас, на секунду, тогда продолжаем. Так, соответственно, у нас две опции по мобильным приложениям в App Store. Первая опция – это сейчас публиковаться для Евросоюза, или вторая опция – это попробовать все-таки найти какой-то общий компромисс и выйти сразу на весь мир. Вот. То есть, в принципе, это экономия времени, если получится выйти на весь мир. Поэтому мы выбрали эту опцию. Если мы будем видеть, что с этим будут сложности, мы всегда можем вернуться на тот шаг, чтобы опубликовать приложение на Евросоюз. Это буквально пару дней займет. И дальше уже проходить заново этот путь, в котором может занять месяц, а может и два, чтобы выйти на весь мир. И любой человек с любой стороны смог установить приложение. То есть вот такие вот правила, они появились совсем недавно в App Store. Они затронут все компании, но единственное, те, кто публиковались ранее, у них немножко более лояльная ситуация, потому что у них есть время, чтобы предоставить данные. То есть их не убрали с магазина, а оставили и дали им какое-то время. Вот. Но в целом, рано или поздно, все равно нужно будет все проходить, поэтому в этом тоже проблем большой нет. По S-Wallet. Основное внимание сейчас уделяется разработке DEX-версии. Ориентировочно ожидаем полноценную версию, полную, готовую, где-то через месяца 3. Вот. Но в процессе, я думаю, месяц через полтора-два, может быть быстрее, будет выпущена демо-версия для партнеров, которой можно будет уже пользоваться и, соответственно, помогать нам находить какие-то недочеты, либо получать рекомендации по интерфейсу и улучшать между с нами эту версию. Также сейчас в связи с благоприятными условиями на рынке можем возвращаться к запуску краудфандинговой платформы, площадки, и, соответственно, также там будем использовать SVP. По картам, по S-карт. Протестировали разных провайдеров карт, некоторые партнеры помогали в этом.
нашли самые оптимальные варианты, учитывая территориальную расположенность аудитории, где у нас находится основное количество наших клиентов. Скоро будет также большое обновление по этому направлению. Я уверен, что всем он понравится. Также готовится по картам эксклюзивное решение. И, соответственно, причем не только эксклюзивно там для S-Group, а эксклюзивно, в принципе, на мировой плоскости. Соответственно, первыми будут иметь доступ пользователи с Wallet и S-Trade. Так, одну секундочку. Соответственно, решение по картам действительно, я уверен, что всем понравится. В связи с многими моментами, которые сейчас происходят в мире, оно будет крайне полезно и применимо. Далее, по S-Pharmaceutical, по группе Vertical мы в прошлый раз договорились называть это S-Pharmaceutical Vertical, то есть по второму проекту. На сегодняшний день пройдены лабораторные испытания, выдана сертификация на продукцию. Сейчас фокус на начало работы с дистрибьюторами. Также параллельно работаем над механизмами дополнительного финансирования, которое бы позволило перевести направление в активную фазу заработка средств. Так как помимо ежемесячных расходов бизнеса, необходимо сейчас оплатить взносы дистрибьюторам для того, чтобы выходить на полки, выходить на магазины, и также годовые оплаты, после которых начнется реализация товара и прибыль. Так, хорошая новость в этом всем заключается то, что для привлечения этого финансирования на данный момент все готово. И на данном этапе это не должно стать проблем, кроме как согласовать условия и бюрократически подписать документы, плюс какое-то время на то, чтобы технически завести средства, произвести оплаты, а, доставить товары на полки и начать процесс реализации. То есть, упрощая весь этот текст, на данный момент мы подготовили все и юридически, и технически, и бизнес, и абсолютно все, чтобы получить финансирование. Надо его на данный момент получить. После его получения произвести все оплаты, подписать все документы. Можно выходить на полки. Дальше товар должен будет продаться. И, соответственно, уже начать генерировать прибыль. То есть я думаю, что задержки в этом всем очевидны и всем понятны. Вот, но находим решение, всячески стараемся получить максимум пользы с этого. Так, по S-Forex, как обычно, максимальный фокус и усилия на ускорение процесса по аудиту. Так, одну секунду. Ускорение процесса по аудиту, хотя скорость работы и коммуникации аудиторов и правоохранителей в декабре оставляет желать лучшего, все равно мы имеем продвижение. Так как уже много раз повторял, почему я не могу разглашать много информации, но на данный момент могу сказать, что основное напряжение, оно уже пройдено, и на данный момент глобально это означает то, что мы можем более свободно двигаться в предоставлении юридической информации в другие страны и также более свободно двигаться в работе новых направлений. Вот. Это еще не означает завершение аудита, потому что процесс еще длится, и множество внешних факторов, помимо бюрократии, все еще остались. Вот. Но имеете возможности на сегодня и понимание, что уже такая переход в более публичную плоскость в некоторых направлениях, в некоторых моментах не замедлит процесс в ближайшем будущем, то адвокаты и юротдел компании уже могут более активно и свободно действовать, выполнять действия, которые снимут напряжение в тех странах, в которых они могли возникнуть. В частности, к примеру, тот же Казахстан. Так. Теперь более хорошие новости, хотя, в принципе, и до этого были хорошие новости. В связи с пониманием того, что процессы движутся положительно, пониманием, что выбранные механизмы работают, что этот кризис вполне по чуть-чуть движется к завершению, вот, то, наверное, впервые с начала аудита мы готовы делиться конкретной информацией по планам и развитию группы компаний. Вот. И в преддверии Нового года, в котором мы ожидаем множество положительных новостей в новом году, также в новом году мы ожидаем возвращения ликвидности,
и обновление продуктов и экосистемы. Вот, то в преддверии вот всего этого понимания мы решили анонсировать новое направление с особыми условиями. Так, теперь давайте перейдем к нашему новому направлению, которое, я уверен, что всем будет очень интересно. Так, надо переслушать о том, что возвращение к видности не сейчас, а ожидается в новом году, потому что я уже вижу комментарии в чате. Так, на самом деле, давайте меньше интриги, да, и перейдем сразу к направлению. Так, что за направление, в чем будут его особые условия? Новое направление связано с международным провайдером мобильного интернета, но немножко в таком инновационном формате. Сейчас расскажу за этот формат. Так, всем видно, надеюсь, давайте посмотрю чат. А, Слайды всем видно? Хорошо. Так, в чем же, почему он революционный, почему он глобальный? Глобальный он. Почему? Потому что интернетом пользуются все, практически все люди на планете, кто более-менее способен держать телефон в руках и у кого есть финансы, чтобы купить себе телефон. Вот. Инновационный, потому что если проще, если раньше международных провайдеров было развивать крайне трудно в связи с физическими сим-картами, которые в целях логистики там, и удобства и так дальше, и времени масштабировать в рамках мира было очень трудно, то с появлением электронных сим-карт, которые в виде QR-кода устанавливаются на телефон, это становится возможным. Поэтому что такое SeSIM? Это международный провайдер мобильного интернета, который работает по всему миру. Вы можете забыть о сим-картах физических, просто-напросто с помощью QR-кода установить себе симку электронную на телефон, путешествовать по всему миру, а при этом не переплачивать за трафик, как будто вы платите за роуминг. То есть, находясь в странах за рубежом, вы платите, как будто бы вы используете местного оператора. А, Соответственно, покрытие работает более чем в 190 странах, нет географических ограничений, можно будет получать дополнительный доход за счет использования интернета вашими партнерами, вот, и очень удобное управление и подключение с помощью приложения. Так, рынок, в принципе, задевает практически каждого человека, он не имеет географических, не имеет демографических ограничений. То есть это интернет-пользователи, это туристы, путешественники, бизнесы и корпоративные пользователи. В цифрах 5,3 миллиарда человек ежедневно используют интернет-трафик. То есть это, в принципе, все потенциальные клиенты. 8 миллионов терабайт интернета тратят пользователи интернета только за день. Соответственно, 8 миллионов терабайт генерируют 27 миллиардов, 26,5 миллиардов долларов в сутки оборотных средств. Далее 3 миллиарда, 2,9 миллиарда терабайт используется трафика за год. Соответственно, объем рынка годовой практически 10 триллионов долларов. То есть тоже очень большой рынок. Если более фокусироваться на более целевую аудиторию, которым это может быть интересно, то это 975 миллионов человек, которые ежегодно путешествуют и которые вполне вероятно не хотели бы переплачивать за роуминг, которые бы не хотели заморачиваться покупкой сим-карт, хотели бы просто-напросто очень удобно в мобильном приложении подключить себе интернет и пользоваться. Причем важное отличие, что в основном те сим-карты, либо сим-карты, которые работают по роумингу, они медленнее, чем международный провайдер сим. Так, далее. Вы сможете получать доход со своих партнеров, причем без ограничений по уровню. Соответственно, если немножко углубиться в понимание того, что это такое, то в формате нового поколения провайдера связи, если раньше это все было локально, допустим, там для Украины это один провайдер,
для России другой, для там, Казахстана третий, для Европы, там, не знаю, Италии четвертый, для Франции пятый и так дальше, то, выходя на использование этого провайдера, это может масштабироваться настолько, что через там, 5-10 лет будет сотни миллионов пользователей у этого продукта, и вы сможете зарабатывать, будучи одним из первых, во всю глубину. То есть продукт очень большой, обороты очень огромные, соответственно, также должно быть очень выгодно в финансовом аспекте. Так, партнерская программа, вознаграждение за каждого партнера. А, Соответственно, чем больше людей, чем больше там, людей подключает мобильные приложения для своих семей, чем больше используют, причем это реально выгодно и в экономическом плане и очень удобно, тем больше ваша доходность. Работает на всю глубину вашей команды. Ну и, соответственно, опять же, чем больше это людей узнает, чем все друг другу помогают усиливать свои результаты. Так, работает очень просто. Просто скачивается приложение с App Store и Google Play, выбирается тариф, там в зависимости от количества трафика, который вы выбираете, у вас более выгодные цены, и в зависимости от региона тоже цена меняется. Где-то он дороже, где-то дешевле. Вот. Но это зависит, в принципе, от рыночной цены, а не от самого провайдера. Так, что интересного и почему это новое направление? А, Это будет работать с помощью токена SEST. А, Соответственно, он представляет собой соединение мира финансового, мира мобильной связи, изначально мобильного провайдера, а дальше, в принципе, планируется развивать это направление как тот же Virgin, который вы, может, знаете, какого-то большого медиагиганта, который будет обеспечивать не только интернет-провайдера, и много разных услуг для бизнеса и для клиентов, в принципе, в медиасфере. Так, использоваться он будет в том числе для приобретения этого же трафика, как одно из применений. Также, мгм, также можно его будет использовать в программах как стейкинг, можно будет торговать им на рынке, а, пытаться заработать на курсе, когда он будет расти, либо будет падать, вот, либо просто его холдить. Так, также уникальность, ну как не уникальность, одним из интересных аспектов в том, что его будет происходить сжигание, будет выпущено ограниченное количество этих токенов, и будет сжигаться ежеквартально прибыль, соответственно, тоже будет увеличиваться стоимость за счет сжигания. Вот, но это уже после разблокировки. Соответственно, в чем же уникальное предложение и токеномика? Уникальное приложение будет в том, даже, наверное, начнем с этого. Начнем с того, что ограниченное количество токенов, это 500 миллионов. На продажу, на токен сейлы уйдет 20%. Все остальное, в принципе, это фонды безопасности, стейкинг программа и все остальное дальше на масштабирование продукта, потому что изначально акцент на нашу аудиторию, а дальше я думаю, что подобный инновационный продукт обязательно будет интересен различным фондам, компаниям и тому подобным, кто захочет в этом участвовать. Вот, у них будет такая возможность уже после окончания сейла зайти и также присоединиться к этому. Поэтому резерв остается для того, чтобы и фонды в будущем тоже заходили. Так, токен сейл и в чем его уникальность? Я думаю, что некоторые уже по нашему настроению и принципу информации в том объеме, в который я могу давать, догадываются о нашем настроении. Соответственно, было принято решение дать возможность участвовать в SCCT. И, соответственно, в SCCT дальше даже будет, если взять общий сейл, то примерно 60-70% сейла рассчитано именно на SCCT. Так, первый раунд продажи будет доступно 20 миллионов токенов, стоимость 0,30 центов. Соответственно, длительность раунда будет 3 дня.
и, соответственно, 30 центов, из них 30% SVCT, 70% SGCT. Далее второй раунд. Причем минимальное участие необходимо на $100 в эквиваленте, где SVCT принимается по доллару, необходимо на $100 в эквиваленте купить токена. Так, далее второй раунд. Он становится доступен, если было куплено на 1500 токенов в первом раунде. Вот. И опять же минимальное участие от $100 в эквиваленте. Соответственно, чтобы перейти во второй раунд, нужно примерно купить на 350 HGCT, на 150 SVCT. Переходим во второй, и там опять минимально на 100 можно купить, там кто уже насколько хочет в этом участвовать. Далее, во втором раунде стоимость токена 40 центов, соответственно, каждый токен покупается 20 центов SFCT, 20 центов SGCT. SFCT компания принимает по курсу в доллар один. Лимит на раунд 30 миллионов токенов. Третий раунд 50 миллионов токенов, где из них стоимость 50 центов за каждый, где 70% этих 50 центов принимается в SVCT, опять же SVCT эквивалентный по доллару, и HGCT 30%. Соответственно, чтобы перейти на эти условия и участвовать в третьем раунде, необходимо во втором раунде купить токенов в эквиваленте 5000. Вот. Вестинг период распределение 10% при публичном размещении и каждую неделю по 2% разблокировка. Так, немного еще о глобальности самого направления. То есть я думаю, что рынок, в принципе, всем понятен. Почему это конкурентоспособно, я думаю, тоже всем понятно. Уникально, потому что это связь с крипторынком. На данный момент на крипторынке уже понемножку появляется положительный фон, поэтому я думаю, что он начнет активизироваться, что тоже является большим плюсом и хорошим временем для того, чтобы запускать подобное направление. Вот. Ну и принцип, помимо того, что рынок глобальный 10 триллионов в год, помимо того, что в формате международных провайдеров мало кто вообще запускается, что тоже одна из первых компаний, то, опять же, интеграции партнерской программы, где есть понимание того, что на данный момент это новый продукт, который, хоть он сам сервис уже давно существует, но продукт новый в таком вот формате. Соответственно, стать одним из первых в этом продукте и иметь понимание, что через какое-то количество лет, это продукт, который всем будет пользоваться всегда, потому что интернет, можно будет иметь у себя команде сотни тысяч, миллионы людей, которые пользуются ежедневным трафиком, и иметь часть от этого, то плюсов огромное количество. Плюс сама токеномика сделана таким образом, что токен будет сжигаться, он будет применяться в покупках. Также есть стейкинг, плюс, когда будут заходить фонды, это тоже повысит стоимость токена, то есть множество триггеров положительных, помимо того, что рынок тоже хорош, чтобы создавать подобные продукты. Так. Касательно нового направления, я надеюсь, что вне строк всем более-менее понятно, почему мы решили принимать в SVCT, почему это сделано таким образом, и что еще хочется сказать. Хочется сказать, что очень большое количество работы делается еще вне публичной плоскости, не озвучивается, я надеюсь, уже понимают люди почему. Так что помимо всего этого, сейчас уже есть больше возможностей о том, чтобы хотя бы о новых направлениях говорить. Вот. Есть понимание того, что все движется положительно, соответственно, по чуть-чуть будет больше информации тем, которые, какие возможности готовятся по продуктам, по обновлениям и так дальше. Вот. Что еще? Еще хочу сказать, что несмотря на все эти ситуации кризисные, у компании не изменились ни цели, не изменилась ни миссия, появилась только еще больше уверенность в том, что они будут достигнуты, и в том, что они могут быть еще более масштабные.
Вот. Ну и еще есть четкое понимание не только по технической команде, не только по юристам, но еще по партнерам компании о том, что сильно повело с командой, о том, что это большие, сильные профессионалы, и о том, что после прохождения подобных ситуаций мы выйдем на совершенно другой, более высокий, глобальный и серьезный уровень. Вот. Ну и подводя итоги, хочется поздравить еще всех с наступающими новогодними праздниками. В следующем году действительно будет еще очень много интересных новостей, будет много возможностей. Вот. И мы ожидаем действительно очень много положительного. Поэтому еще раз с наступающими праздниками. Всем удачи, до встречи.